Дорогие друзья, приветствую вас в священном пространстве исцеления родовых связей. Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие к истокам вашего рода. Путешествие, которое может навсегда преобразить не только вашу жизнь, но и судьбы ваших потомков. Представьте, что ваша жизнь – это не просто результат ваших личных выборов и усилий. Это также живое воплощение тысяч историй, решений и опытов всех поколений, что были до вас. Каждая клеточка вашего тела содержит мудрость предков и память о их победах и травмах, радостях и болях, любви и страхах. Задумывались ли вы, почему ваша жизнь иногда повторяет сценарии ваших родителей или даже более далеких предков, несмотря на все усилия изменить это? Все дело в том, что наша родовая система устроена очень интересно. Видите ли, благодаря многолетним наблюдениям за семейными системами, Берт Хеллингер открыл фундаментальную истину, существовавшую всегда. Мы не просто отдельные личности. Мы звенья в великой цепи поколений, неразрывно связанные с устройством совершенной Вселенной. Хеллингер не придумал эти законы, он лишь сформулировал и описал то, что уже существовало в природе человеческих отношений с незапамятных времен. Подобно тому, как Ньютон не создал закон гравитации, а обнаружил и описал его. И когда мы в обычном бодрствующем состоянии пытаемся изменить глубинные родовые программы, в нашем левом полушарии активируется тот самый внутренний критик. Он как строгий охранник родовой системы, который блокирует все, что противоречит установленным веками паттернам. Вот почему многие попытки освободиться от родового проклятия остаются безуспешными. Знаменитый исследователь трансгенерационных связей и автор концепции невидимой лояльности Иван Бузарменинать говорит об этом так. Чтобы по-настоящему освободиться от родовых переплетений, нам необходимо выйти за пределы сознательного разума и работать на уровне системной динамики семьи. А как же обойти этого внутреннего хранителя родовых программ? Здесь на помощь приходит альфа-состояние мозга. Это особое состояние, когда мозг работает на частоте от 8 до 13 Гц. Это состояние между полным бодрствованием и сном. В таком состоянии открывается доступ не только к личному подсознанию, но и к коллективному бессознательному вашего рода. А внутренний критик временно отключается. Нейробиолог и исследователь эпигенетики Брюс Липтон описывает этот процесс очень точно. В альфа-состоянии мы получаем доступ не только к нашим личным программам, но и к тем, что были записаны в наших генах поколениями предков. Именно здесь можно перепрограммировать глубинные родовые установки. Представьте себе родовую систему как огромное дерево. В обычном состоянии мы видим только ствол и ветви, то, что на поверхности. А в альфа-состоянии мы можем увидеть корни этого дерева, уходящие глубоко в землю через многие поколения, и понять, какие из них питают нас, а какие тянут жизненные соки. Как подготовиться к практике? Сначала найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит в течение 30 минут. Это критически важно. Как подчеркивает создатель системных расстановок Берт Хеллингер. Для работы с родовым полем необходимо создать священное пространство. Когда ваше подсознание открыто для родовой системы, оно особенно уязвимо к внешним вмешательствам. Предупредите близких, что вам нужно побыть в одиночестве. Выключите телефон и другие источники возможных помех. Для усиления эффекта вы можете создать особый антураж, который поможет вашему подсознанию настроиться на работу с родовой системой. Разместите вокруг себя семейные фотографии. Особенно портреты предков, чья энергия и мудрость могут вас поддержать. Зажгите свечу, огонь с древних времен символизирует связь с предками и очищение. Можно также использовать предметы, принадлежавшие вашим предкам.
украшения, часы, письма, любые вещи, хранящие их энергию. Если у вас есть составленное родовое древо, положите его перед собой. Это поможет визуализировать вашу родовую систему целиком. Многие практикующие отмечают, что использование натуральных материалов, таких как дерево, камни, глина, помогает лучше заземлиться и ощутить связь с родом. Если у вас есть такая возможность, положите рядом с собой камень с родной земли ваших предков или любой другой природный объект, символизирующий для вас силу и мудрость рода. Теперь встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно опущены вдоль тела. Эта поза символизирует вашу готовность принять наследие предков и при этом твердо стоять на своей земле. Как говорит специалист по соматической психологии Питер Левин, наша родовая память хранится не только в психике, но и в физическом теле, нашей осанке и положении в пространстве. Следующие 5 минут – это ключевой момент. Вы будете следовать особому паттерну дыхания. Это не просто расслабление. Это древняя техника, которая синхронизирует работу обоих полушарий мозга и запускает выработку альфа-волн. Это и есть мостом между мирами живых и мирами предков. А теперь самое интересное. Что происходит, когда начинается работа с родовой системой? В альфа-состоянии каждая фраза, каждый образ воспринимается не просто как информация, а как прямая коммуникация с вашей родовой системой. Общие утверждения будут активировать конкретные родовые воспоминания и паттерны, а новая осознанная воля начнет восстанавливать нарушенные порядки любви в вашей семейной системе. Очень важно понимать, что в этом процессе происходит не только ментальная, но и глубокая энергетическая трансформация. Специалист по расстановкам Франц Руперт объясняет так. Родовые травмы и системные переплетения хранятся в теле в виде энергетических блоков, которые могут провоцировать болезни и повторяющиеся жизненные сценарии. Во время практики эти блоки начинают растворяться, и вы можете ощутить различные физические проявления. Это могут быть волны тепла или холода, покалывание, тяжесть или легкость, спонтанные движения или даже дрожь. Это абсолютно нормально. Ваше тело таким образом освобождается от застоявшейся родовой энергии. Позвольте телу двигаться интуитивно, кланяться, раскачиваться или даже плакать. Через эти движения проявляется мудрость родовой системы. Если в каком-то участке тела вы ощутите дискомфорт или боль, это важный сигнал. Значит, именно там хранится родовая память, связанная с травмой или нарушением порядков любви. Помогите своему телу освободиться от этой блокировки. Представьте, что в этом месте есть канал, через который вы можете выпустить застоявшуюся родовую энергию. Сделайте глубокий вдох и направьте выдох именно в эту область, мысленно позволяя этой энергии уйти к ее истинному хозяину, вашему предку. Как отмечает Берт Хеллингер, то, что происходит во время системной расстановки, влияет не только на настоящее, но и на прошлое и будущее рода. Именно поэтому так важна регулярность практики. Рекомендуется повторять эту медитацию минимум 30 дней подряд. Это тот срок, который необходим для того, чтобы новые порядки любви закрепились в вашей родовой системе. И важное предупреждение – эта практика не рекомендуется беременным женщинам, людям в остром психотическом состоянии или с тяжелыми психическими расстройствами без предварительной консультации со специалистом. Глубокая работа с родовой системой – мощный инструмент, который требует уважительного и ответственного подхода. А теперь глубоко вдохните. Позвольте себе ощутить поддержку земли под ногами и погрузитесь в практику, которая может навсегда изменить не только вашу жизнь, но и жизнь ваших потомков. Помните,
Ваша родовая система – это огромный ресурс силы и мудрости, и сегодня мы восстановим священные порядки любви в вашем роду. Подготовка к практике восстановления порядков любви в родовой системе. Прежде чем мы приступим к глубокой работе с родовой системой, я приглашаю вас создать внутреннее пространство тишины и открытости. Эта практика не просто набор слов, а священный ритуал соединения с мудростью поколений, требующий особого настроя. Найдите тихое место, где вас ничто не потревожит в ближайшие 30-40 минут. Сядьте удобно, выпрямив спину. Эта поза символизирует ваше уважение к предкам и готовность принять их наследие. Сделайте несколько глубоких вдохов, позволяя телу расслабиться, а уму успокоиться. Представьте, что с каждым вдохом вы наполняетесь светом принятия и понимания, а с каждым выдохом освобождаетесь от суждений и предубеждений. Почувствуйте, как ваше сердце постепенно открывается навстречу мудрости рода. Осознайте, что вы сейчас вступаете в священное пространство, где встречаются прошлое, настоящее и будущее вашего рода. Здесь нет места осуждению или отрицанию, только любовь, принятие и глубокое понимание. Произнесите мысленно или шепотом: «Я открываюсь исцеляющей силе порядков любви и приглашаю мудрость моего рода течь через меня. Я готова восстановить гармонию там, где она была нарушена». Теперь, когда ваше сердце и разум настроены на эту важную работу, мы можем приступить к признанию священных порядков любви. С глубоким почтением и трепетом я открываю свое сердце древней мудрости, открытой Бертом Хеллингером, священным порядкам любви, которые существовали задолго до нас и будут существовать вечно. Я преклоняюсь перед первым порядком любви, законом принадлежности. Я торжественно признаю, что каждая душа, пришедшая в мой род, светлая или темная, известная или забытая, принятая или отвергнутая, имеет священное, неотъемлемое право на принадлежность к нашей родовой системе. Никто не может быть исключен, каждый достоин своего места, вне зависимости от его поступков, выборов или судьбы. Ведь даже в самых трудных жизненных путях скрыты уроки и дары для всего рода. Я склоняюсь перед вторым порядком любви, законом иерархии, освещающим правильный порядок течения жизни. Я со смирением принимаю, что те, кто пришли раньше, стоят передо мной в священном порядке времени. Мои предки проложили путь для моего появления, и я стою на их плечах. Я спокойно и с достоинством занимаю свое место не впереди предков из гордыни и не позади потомков из страха. Я звено, соединяющее прошлое и будущее в великой цепи жизни, и с честью несу эту ответственность. Я преисполняюсь благоговением перед третьим порядком любви, законом баланса, гармонизирующим потоки энергии в роду. Я глубоко осознаю, что в моей родовой системе существует священное равновесие между даванием и принятием. Каждый дар должен быть принят с благодарностью, и каждое принятие требует достойного ответного дара. Я чту этот космический закон равновесия, понимая, что любой дисбаланс создает напряжение, которое будет искать выхода через поколения. Я становлюсь осознанным хранителем этого равновесия и с любовью восстанавливаю его там, где оно было нарушено. Я прошу прощения у моего рода за то, что я осуждала своих предков, не зная их истинных историй и обстоятельств. Я прошу прощения у моего рода за то, что отвергала свою принадлежность к нему, стыдясь или отрицая свои корни. Я прошу прощения у моего рода за то, что я нарушала естественную иерархию, пытаясь занять не свое место. Я прошу прощения у моего рода за то, что не принимала с благодарностью то, что мне давали мои предки – жизнь, таланты, ресурсы.
Я прошу прощения у моего рода за то, что брала на себя не свои тяготы, страдания и боль моих предков. Я прошу прощения у моего рода за то, что я пыталась исправить чужие судьбы, вместо того, чтобы проживать свою. Я прошу прощения у моего рода за то, что продолжала деструктивные родовые сценарии и обиды. Я прошу прощения у моего рода за то, что не чтила память умерших и забывала своих предков. Я прошу прощения у моего рода за то, что не передавала потомкам наши традиции, истории и мудрость. Я прошу прощения у моего рода за то, что не принимала всех членов моей семьи такими, какие они есть. Я прощаю своих предков за ошибки, которые они совершили, понимая, что они делали лучшее, на что были способны в своих обстоятельствах. Я прощаю своих предков за боль и страдания, которые перешли ко мне через поколения. Я прощаю своих предков за деструктивные родовые сценарии, которые я вынуждена была проживать. Я прощаю своих предков за то, что они не смогли дать мне всего, в чем я нуждалась. Я прощаю своих предков за тяжелые испытания, которые выпали на их долю и отразились на моей жизни. Я прощаю своих предков за отвергнутость, недостаток любви и внимания, которые передались через поколения. Я прощаю своих предков за их невыраженную боль, которая стала моей болью. Я прощаю своих предков за разрушенные отношения и разорванные связи в нашей семье. Я прощаю своих предков за то, что они не смогли принять свою судьбу и передали это бремя потомкам. Я прощаю всех членов моего рода, которые были исключены, забыты или отвергнуты. Я вижу и признаю страдания моих предков, но сейчас я с любовью возвращаю им их судьбу. Это ваша история, дорогие предки, и она останется с вами. Я осознаю, что могу унаследовать вашу мудрость и силу, но я не должна повторять ваши страдания. Я с уважением отделяю свою судьбу от судеб моих предков. Я говорю: я – это я, а вы – это вы. Я несу свою ношу, а вы – свою. Я с любовью отпускаю все теневые программы моего рода: страх бедности, страх успеха, страх быть видимым, страх быть отвергнутым, страх любви. Я отказываюсь служить тем программам моего рода, которые разрушают мою жизнь и жизнь моих близких. Я отказываюсь нести чувство вины за то, что мне лучше, чем было моим предкам. Я отказываюсь продолжать родовые войны, конфликты и обиды. Я отказываюсь от родовых клятв, обетов и проклятий, которые не служат жизни и любви. Я отказываюсь быть заместителем для кого-либо из моих предков, занимая чужое место в системе. Я возвращаю умершим членам моего рода право быть мертвыми, а живым – право жить полной жизнью. Я благодарю всех своих предков за дар жизни, который через поколение дошел до меня. Я благодарю своих предков за мудрость, накопленную веками и живущую в моей крови. Я благодарю своих предков за их силу и стойкость, которые помогли им выжить в трудные времена и передать мне эстафету жизни. Я благодарю своих предков за их любовь, которая прорастает во мне, даже если я не всегда ощущал ее в детстве. Я благодарю своих предков за их жертвы, которые они принесли ради будущих поколений. Я открываюсь потоку божественного света, который нисходит через все поколения моего рода и наполняет меня жизненной силой. Я принимаю священный огонь жизни моего рода, который горит во мне и будет гореть в моих потомках. Я принимаю всю полноту родовой мудрости и всю чистоту родовой любви. Я принимаю свое место в великой цепи поколений, не выше и не ниже,
чем мне предназначено. Я принимаю ответственность быть достойным звеном в цепи моего рода и передавать дальше только свет, только любовь и только мудрость. Я представляю мою родовую систему как единое энергетическое поле любви. Я направляю исцеляющий свет в самые темные уголки моей родовой системы, туда, где хранятся боль, обиды и травмы. Я восстанавливаю нарушенные связи внутри моего рода, воссоединяя тех, кто был разделен конфликтами, войнами, миграциями или непрощением. Я возвращаю в систему всех забытых, отвергнутых и исключенных членов моего рода, признавая их право на принадлежность. Я восстанавливаю правильный порядок в моей родовой системе, ставя предков на их почетное место, а потомков на их место в потоке жизни. Я вижу, как теневые программы моего рода трансформируются в источники силы и мудрости. Я вижу, как родовые травмы исцеляются, превращаясь в опыт и понимание. Я вижу, как восстанавливается естественный поток любви в моем роду, от предков к потомкам и от потомков к предкам. Я вижу, как процветание, здоровье и радость наполняют жизнь всех ныне живущих членов моего рода. Я вижу, как мир и покой нисходят на души всех умерших членов моего рода. Я стираю все воспоминания о родовых конфликтах и разрывах, которые влияли на мою судьбу. Я стираю все воспоминания о непринятии, отвержении и исключении в моем роду. Я стираю все воспоминания о родовых обетах и клятвах, ограничивающих мою жизнь. Я стираю все воспоминания о родовых проклятиях и разрушительных программах. Я стираю все воспоминания о травмах, насилии и несправедливости в истории моего рода. Я забираю всю энергию из застарелых родовых обид и претензий. Я забираю всю энергию из деструктивных родовых программ «не быть счастливым», «не быть богатым», «не быть здоровым». Я забираю всю энергию из родовых страхов и тревог, передававшихся из поколения в поколение. Я забираю всю энергию из чувства вины перед предками за то, что мне лучше, чем было им. Я забираю всю энергию из непрожитого горя по умершим членам моего рода. Я наполняюсь энергией глубокой связи со всеми поколениями моего рода. Я наполняюсь энергией родовой мудрости и силы, накопленной моими предками. Я наполняюсь энергией безусловной родовой любви, текущей через поколения. Я наполняюсь энергией принятия и уважения ко всем членам моей родовой системы. Я наполняюсь энергией правильного места в иерархии моего рода, не выше и не ниже, чем мне предназначено. Я принимаю решение быть самодостаточной и брать на себя ответственность только за свою жизнь, уважая жизни и судьбы других членов моего рода. Я принимаю решение честно проживать свою судьбу, не пытаясь исправить или повторить судьбы моих предков. Я принимаю решение быть открытым каналом для передачи здоровых родовых ценностей будущим поколениям. Я принимаю решение уважать порядки любви в моей родовой системе. Я вижу себя в окружении моей большой семьи, предков и потомков. Я чувствую поддержку за своей спиной. Это сила всех поколений, которые были до меня. Я с гордостью несу наши семейные традиции и в то же время создаю новые, более здоровые паттерны для будущих поколений. В моих отношениях с родными есть только глубокое принятие, уважение и любовь. Я легко общаюсь с родственниками, без предубеждений и старых обид. Я смотрю в глаза своих детей и вижу в них продолжение великой линии рода, свободной от прежних кармических долгов. Мое тело больше не несет генетических страхов и блоков. Энергия свободно течет по моему родовому каналу. Я чувствую, что каждый мой шаг благословлен предками.
И в то же время я свободна от необходимости искупать их ошибки или страдать за их грехи. Я принимаю роль хранителя мудрости моего рода и с радостью делюсь ею с теми, кто придет после меня. Моя жизнь – крепкое звено в великой цепи поколений, и я горжусь своим местом в ней. Мое родовое тело чистое и прозрачное. Энергия любви и благословения свободно протекает через него. Мое сознание наполнено внутренней силой всех поколений моего рода. Я горжусь своим решением восстановить священные порядки любви в моей семейной системе. Мое будущее и будущее моего рода светло и прекрасно. Оно создается сейчас, с каждым моим осознанным решением и действием.